33 года Арктика хранила их секрет. В 1897 году 3 человека улетели к Северному полюсу на воздушном шаре и исчезли. Их искали, о них писали в газетах, их призраки являлись в заполярных мифах, но их настоящая история лежала во льду. Пока спустя треть века рыбаки не нашли их лагерь. Вещи, дневники и фотографии. Такие, что в них почти невозможно поверить, что это не иллюстрации к роману Жюля Верна, не кадры из фильма. Огромный мертвый шар и люди среди белой пустоты. Но это не реконструкция, не нейросеть. Это подлинные снимки. История о том, как еще одна мечта о покорении полюса превращалась в медленную катастрофу. 1897 год был замечательным для науки и техники. Будущее фактически наступило. Большие города иллюминированы электричеством. По ним ходят звеня трамваи. В конторах, отелях и богатых домах устанавливают первые телефоны. Карл Бенц серийно выпускает свои автомобили. В Англии Джозеф Томпсон открывает электрон, первую элементарную частицу. Атом перестал быть неделимой крупинкой вещества. За год до этого Анри Беккерель открыл радиоактивность. А в следующем году Мария и Пьер Кюри обнаружат первые радиоактивные элементы – полоний и радий. В Германии Рудольф Дизель проводит успешные испытания своего двигателя. А в лабораториях компании Bayer Феликс Хоффман синтезировал ацетилсалициловую кислоту и героин. А в Индии доктор Росс находит малярийного паразита в желудке комара – важнейший шаг к разгадке принципа распространения перемежающейся лихорадки. В Канаде и на Аляске клондайская золотая лихорадка. Десятки тысяч людей рванули к золотоносным полям. И среди них молодой Джек Лондон, собирающий заметки для будущих книг. Выходит в печать «Дракула» Брэма Стокера. Идеальный роман конца века. Телеграф, поезда, медицинские загадки, страх перед Востоком, сексуальность, кровь и древнее зло внутри очень современной Европы. А маститый Жюль Верн выпускает продолжение приключений капитана Гатераса на Южном полюсе, роман «Ледяной сфинкс». Между тем, капитан Адриен де Жерлаш уводит Бельжику к всамделишней Антарктиде, открывая героическую эпоху антарктических исследований. Штурман корабля – 25-летний Руаль Амундсен. А на противоположной макушке мира, на архипелаге Шпицберген, при нетипичном для этих удаленных от цивилизации мест скопления народа, производится запуск воздушного шара к Северному полюсу. Многим кажется, что романы Жюля Верна начинают сбываться в реальности. В XIX веке аэронавтика прошла путь от циркового зрелища до практической мечты о покорении расстояний. К середине века уже никто не сомневался в том, что человек может летать. Проблема была только, что воздушные шары летели туда, куда их нес ветер. К примеру, во время осады Парижа прусскими войсками в 1870-71 годах летательные аппараты стали совершенно реальной линией связи с внешним миром. Город был отрезан от страны, и оттуда запускали свободные аэростаты, смастеренные из покрытой лаком бязи, на которых вывозили почту и иногда даже пассажиров. Шар мог подняться над кольцом блокады и приземлиться где-нибудь за немецкими позициями. Обратно в Париж прилететь было уже нельзя. Такой точности вы не доверите ветрам. Поэтому для обратной связи на тех же аэростатах отправляли из Парижа голубей, чтобы потом они возвращались домой с сообщениями на микрофотографиях. Так вот, наш герой, Соломон Август Андре, был одним из энтузиастов воздухоплавания. Он был инженером-механиком по образованию, всю жизнь проработавшим в патентном бюро в Стокгольме. И он предложил совершенно оригинальный план – добраться до Северного полюса по воздуху. Если в Арктике существуют устойчивые воздушные течения, рассуждал он, то можно не пробиваться месяцами через льды на корабле, а потом в санях и лыжах,
а сделать водородный аэростат. И на нем лететь из Западной Европы через Северный Ледовитый океан в сторону Берингового пролива, чтобы, перелетев прямо над Северным полюсом или, по крайней мере, вблизи, приземлиться на Аляске, в Канаде или в заполярной России. Это не было полным безумием. Практически в то же время Фритьоф Нансен пропихивает свою идею отдаться на волю океанских течений и вместе со льдами дрейфовать к полюсу по морю. Идея Андре в принципе базировалась на той же вере в стабильность северных течений, только не в воде, а в воздухе. Честно говоря, ни про то, ни про другое никто тогда точно не знал, но были предположения и оптимизм. В 1893-м Нансен на Фраме отплывает к Новосибирским островам, а Андре покупает свой первый собственный воздушный шар – Свеа. Пока Фрам дрейфовал, затертый в паковых льдах, Андре успевает совершить 9 путешествий на своем воздушном шаре, преодолев в общей сложности 1500 километров. Успех его полетов был сомнительный, но, по крайней мере, никто не умер. Арктические ветры таскали шар куда попало, периодически опасно волоча корзину по поверхности воды или врезаясь ею в один из многочисленных скалистых островков Стокгольмского архипелага. Однажды Андре снесло через Балтийское море в Финляндию. Но это ничуть не разохотило нашего героя. Андре разработал оригинальную технику управления аэростатом с помощью тормозных тросов. Фактически толстые канаты свисали с корзины воздушного шара и волочились по земле. Андре заявлял, что с помощью этого приспособления ему удалось отклониться примерно на 10 градусов от направления ветра. Современные воздухоплаватели считают, что это были чрезмерно оптимистические заявления, то есть вранье. Ни один современный эксперт не считает использование тормозных канатов реальным методом управления воздушным шаром. Но энтузиазм Андре было не унять. На лекции в 1895 году в Королевской шведской академии наук Андре довел аудиторию до равного экстаза, описав восхитительные возможности как новых французских водородных шаров, настолько герметичных, что они оставались наполненными газом более года без существенной потери летучести, так и своей системы управления, с помощью которой можно было регулярно достигать отклонения на 27 градусов от направления ветра. Он говорил, что сможет построить аэростат, который будет обладать достаточной грузоподъемностью, чтобы вести 3 человек и 3000 килограммов припасов, балласта и научного оборудования в течение 30 дней и не сдуваться, и достичь на нем полюса. Андре заверил аудиторию, что летом погода в Арктике идеально подходит для полетов на воздушном шаре. Во-первых, не так холодно. Во-вторых, полярный день позволит проводить научные наблюдения круглосуточно и избавит от необходимости вставать ночами на якорь. Если на воздушный шар все же выпадет дождь или снег, утверждал Андре, осадки при температуре выше нуля растают, а осадки при температуре ниже нуля сдуются встречным ветром. Аудитория была убеждена аргументами Андре, сильно не учитывавшими реальности арктических летних штормов, туманов, высокой влажности и постоянной угрозы обледенения. Королевская шведская академия одобрила бюджет экспедиции в размере 130 800 крон, что в сегодняшних деньгах соответствует чуть менее $1 миллиону США. Король Оскар II лично внес 30 000 крон. Также вложился миллионер Альфред Нобель. Точно так же, как в случае с Фрамом, популярное мнение было полно энтузиазма, в то время как эксперты были настроены более прохладно. Особенно Франция и Германия, имевшие давние традиции воздухоплавания, выражали большой скептицизм по поводу планов изобретения Андре. Но шведы считали, что иностранцы просто не понимают, на что способны наши северные витязи. Под пристальным вниманием национальных и международных СМИ Андре заказал в мастерской известного воздухоплавателя и конструктора воздушных шаров Анри Рошамбра в Париже
Лакированный трехслойный шелковый шар диаметром 20,5 метров. Шар был назван Örnen – орел. Когда летом 1896-го Фрам наконец вышел изо льдов и Нансен возвратился на родину героем, орел уже был готов к запуску. Тут надо заметить, что хотя формально в те годы Швеция и Норвегия были одной страной, в унии под одним королем, норвежская национальная идентичность уже сильно отделялась от шведской. Фритьоф Нансен стал не просто знаменитым путешественником, а норвежским национальным героем. Маленькая Норвегия показала миру, что может совершить то, чего не сделали великие державы. Для Швеции, считавшей себя главной в унии, более цивилизованной и развитой страной, это был обидный щелчок по носу. Так что проект Андре стал отчасти шведской попыткой вернуть себе полярный престиж. Не повторить Нансена, а превзойти его. И именно поэтому вокруг его экспедиции было столько энтузиазма, денег, прессы и морального давления. Он не просто летел к полюсу, он нес на своих плечах репутацию Родины. Желающих полететь с Андре были толпы. Он выбрал Нильса Экхельма, опытного исследователя арктической метеорологии, и Нильса Стринберга, блестящего студента, проводившего оригинальные исследования в области физики и химии. Это была команда, обладавшая множеством полезных научных и технологических знаний и умений, но не имевшая практически никакой физической подготовки и навыков выживания в экстремальных условиях. Экхельму было уже 47, Андре 43. Полярные приключения – это вообще-то не для кабинетных ученых средних лет. Напомню, что Нансену было 33 года, а Йоханссону 27. И они были опытными спортсменами и очень крепкими парнями. Но Андре рассчитывал на комфортное путешествие в корзине воздушного шара, а не барахтание на нартах Патароса. Стартовую площадку, ангар для аэростата, организовали на острове Датский на Шпицбергене. Однако вылететь в 1896 году так и не удалось, поскольку ветер упрямо дул с севера. Экспедиции пришлось собирать вещи, выпустить водород из шара и вернуться домой. Экхельм начал вслух выражать сомнения по поводу реализуемости их плана. И не только из-за неблагоприятных ветров. В частности, при его проверках летучести аэростата обнаружилось, что шар теряет газ слишком быстро, чтобы на нем можно было достичь полюса, не говоря уже о том, чтобы долететь до России или до Канады. Утечка происходила из примерно 8 миллионов крошечных отверстий в швах, которые он не смог заделать ни приклеенными полосками шелка, ни нанесением специального лака. Экхельм подсчитал, что шар сможет оставаться в воздухе максимум 17 дней, но никак не 30. Андре настолько упорно игнорировал резонную критику Экхельма, что опустился до обмана. Он периодически заказывал дополнительную секретную дозаправку водородом воздушного шара, чтобы сбить Экхельма с толку и опровергнуть его наблюдения. Его мотивы до сих пор бурно обсуждаются, потому что это смахивает на самоубийственное безумие. Но многие считают, что Андре к этому времени был уже заложником национальной идеи. Он не мог не полететь к полюсу. На нем были глаза всей Швеции, а также короля и спонсоров. Короче, Экхельм лететь с ним отказался, и ему на смену Андре выбрал 27-летнего инженера Кнута Френкеля. Вернувшись на Шпицберген летом 1897-го, экспедиция обнаружила, что в этот раз ветры дуют более благоприятные. 11 июля 1897 верхняя часть ангара из досок была демонтирована, исследователи забрались в корзину, большая группа поддержки перерезала последние веревки, удерживающие воздушный шар, и он медленно поднялся. Это не было грациозное отчаливание. Аэростат был настолько сильно притянут вниз несколькими сотнями метров тормозных тросов, что корзина, перелетев береговую линию, почти сразу погрузилась в воду, после чего намокшие тросы благополучно оторвались от страховочных креплений. Эти крепления были новой функцией безопасности.
которую Андре с неохотой согласился добавить на случай, если веревки за что-нибудь зацепятся, их можно было бы сбросить. Практически сразу было потеряно 530 килограммов тросов. И в это же время трое исследователей одновременно сбросили за борт 210 килограммов песка, чтобы вытащить корзину из воды. С потрясающей прытью «Орел» превратился из якобы управляемого летательного аппарата в обычный воздушный шар, находящийся во власти ветра, болтавшего его совершенно немилосердно, поскольку им не хватало оставшегося балласта для устойчивости. Шар взмыл на незапланированную высоту в 700 метров, где снизившееся давление воздуха заставило водород выходить еще быстрее, через 8 миллионов отверстий в швах. При этом Андре продолжал посылать на Землю сообщения, что все идет хорошо. У них было два средства связи с внешним миром. Буи, которые просто сбрасывали вниз, и почтовые голуби. Было найдено два сообщения с буев. Андре также выпустил по меньшей мере 4 голубей, но был найден только один, приземлившийся на норвежский пароход. Во всех 3 полученных сообщениях не упоминается авария при взлете и все более отчаянная ситуация, которую Андре подробно описал в своем основном дневнике, который найду только 33 года спустя. Сплошные настроения отличное, погода хорошая. Свободный полет длился 10 часов 29 минут, после чего шар так сильно сдулся и обледенел, что следующие 40 часов его практически волокло, периодически ударяя землю, после чего произошло окончательное крушение. Впрочем, посадка, по-видимому, была мягкой, ни пассажиры, ни почтовые голуби в своих плетеных клетках не пострадали, и ни одно из устройств не было повреждено, даже хрупкие оптические приборы и 2 фотокамеры Стринберга. Андре с товарищами высадились на лед. Начинается самая страшная и практически незапланированная часть их экспедиции. С того момента, как они оказались на Земле 14 июля 1897 года, 7-килограммовая фотокамера Стринберга, которую взяли с собой для составления карты региона с воздуха, стала вместо этого средством фиксации их повседневной жизни на льду. За 3 последующих месяца Стринберг сделал около 200 фотографий, среди которых самое известное – это кадр, на котором Андре и Френкель созерцают упавший орел. Путешественники также вели дневники, которые были в конечном итоге извлечены изо льда. В результате мы теперь неплохо знаем ход их скитаний. Орел был вроде бы оснащен всем необходимым: ружьями, снегоступами, санями, лыжами, палаткой, небольшой разборной лодкой. Но эти предметы были собраны случайно и безо всякого внимания к предыдущему опыту других полярных исследователей или местных жителей арктических регионов. Их шар тащил 767 килограммов продовольствия, включая 200 литров воды и несколько ящиков шампанского, портвейна и пива, предоставленных спонсорами. Жесткие тяжелые сани Андре оказались совершенно непрактичными на пересеченных ледяных полях с торосами и трещинами. У них не было меховой одежды, только шерстяные пальто и брюки, а также прорезиненные плащи. Несмотря на плащи, путешественники постоянно были насквозь мокрыми и по преимуществу сушили одежду на себе. Перед началом похода троица провела неделю в палатке на месте крушения, собирая вещи и решая, что и сколько взять с собой и куда идти. Не на Северный полюс, разумеется, это уже не обсуждалось. Выбор стоял между 2 складами продовольствия, подготовленными для них заранее. Один на Шпицбергене, а другой на земле Франца Иосифа. Ошибочно полагая, что расстояние до каждого из них примерно одинаковы, они решили попытаться добраться до более крупного склада на земле Франца Иосифа, который на деле находился дальше от них. Поначалу путешественники взяли с собой большую часть того, что оставалось в корзине на момент крушения шара. В результате чего груз на каждых санях составлял более 200 килограммов. Через неделю они поняли, что не выдерживают ни люди, ни сани, и оставили большую часть еды и несущественного снаряжения, уменьшив вес грузов до 130 килограммов на сани. Охота стала абсолютной необходимостью.
На протяжении всего похода они стреляли на еду тюленей, моржей и белых медведей. Отправившись 22 июля на юго-восток, путешественники постепенно обнаружили, что их мучительное движение по льду и торосам почти не приближает их к цели. Лед под ними двигался в противоположном направлении с практически такой же скоростью. 4 августа, после долгих обсуждений, они решили повернуть и направиться к Шпицбергену на юго-запад. Сначала они неплохо продвигались, но ветер сменился, и их снова начало относить назад. 12 сентября исследователи смирились с мыслью о зимовке и разбили лагерь на большой льдине, позволив льду нести их куда ему вздумается, что, собственно, он и делал все это время. Они построили зимний дом со стенами изо льда и снега по проекту Стринберга. Их довольно быстро сносило с их льдиной на юг, что вызывало умеренный оптимизм. Однако 2 октября льдина начала разрушаться прямо под хижиной. Им пришлось поспешно перевести все свои припасы на ближайший остров Белый или Квитоя, что заняло у них пару дней. Несмотря на эти проблемы, Андре записал в своем дневнике: «Моральный дух остается хорошим, я уверен, что с такими товарищами можно справиться с любыми обстоятельствами». Затем, 6 октября, Стринберг написал в своем журнале «Разведка в условиях снежной бури», а 7 октября одно слово – «переезд». Последние страницы дневника Андре относятся к 8 октября. Приятно спать здесь, на твердой земле, в отличие от дрейфующего льда в океане, где мы постоянно слышали треск, скрежет и шум. Нам надо будет собрать коряги и кости китов, когда позволит погода, и немного походить вокруг. И это все. И больше ни слова. Их потеряли не сразу. Никто вообще не рассчитывал, что связь с экспедицией будет регулярной. Они могли приземлиться в безлюдных местах, могли устроиться на зимовку. На следующий год, когда никаких известий не пришло, их уже, по сути, считали пропавшими, но не обязательно погибшими. В Арктике люди иногда выживали годами. И те, кто их ждал, цеплялись за любую надежду. Ни один из троих, кстати, не был женат и не имел детей, но Стринберг оставил позади невесту, которая ждала его долго и отчаянно. В газетах периодически появлялись слухи о якобы виденном воздушном шаре, найденном парашютном шелке, о людях, будто бы упавших с неба, каких-то следах на льду. Экстрасенсы пророчествовали об их участи. Судьба экспедиции превратилась в международную загадку и газетный миф. Их пытались искать, особенно в первые годы. В 1898 году шведская экспедиция под руководством Альфреда Натхорста обследовала районы северо-восточной Гренландии, Шпицбергена и прилегающих арктических островов, исходя из смутных предположений, куда мог быть унесен шар и куда могли уйти люди в случае аварии. Были и другие попытки поисков, но проблема была в том, что никто не знал, где их искать. Андре распланировал гигантскую дугу возможного перелета до России или аж до Северной Америки. Но на самом деле он сел сравнительно недалеко, на дрейфующих льдах к северо-востоку от Шпицбергена. Они пролетели всего 475 километров. Но в арктических льдах это, конечно, не всего. Постепенно активные поиски сошли на нет, и пропавшая экспедиция Андре оставалась одной из больших арктических тайн. До 1930 года, когда норвежское судно «Братваак», изучавшее ледники и побережье архипелага Шпицберген, высадилось на острове Белый. Этот остров обычно был недоступен для промысловых судов того времени, поскольку он, как правило, окружен широким поясом толстого льда и скрыт густыми туманами. Однако лето 1930 года было необычно теплым, и окружающее море было практически свободным ото льда. И члены экипажа Братваага решили воспользоваться этой редкой возможностью высадиться на загадочном недоступном острове, где они обнаружили лодку, полную снаряжения, включая багор с выгравированными словами «Полярная экспедиция Андре 1896». Капитан
Брат Вага поручил команде обыскать округу. Вскоре они обнаружили два скелета, идентифицированные как останки Андре и Стринберга по монограммам на их одежде. И дневник Андре. Дальнейшие открытия были сделаны тюленебойным шлюпом «Изберн», зафрахтованным журналистами. 5 сентября в хорошую погоду они добрались до острова и нашли там тело Френкеля и дополнительные артефакты, включая жестяную коробку с фотопленкой Стринберга, его судовой журнал и карты. Когда команду Андре нашли и стала известна история их последних месяцев, они стали национальными героями, несмотря на то, что экспедиция фактически провалилась. Похоронное шествие с их останками 5 октября 1930 года было одним из самых торжественных и грандиозных, когда-либо происходивших в Швеции. Найденные предметы из их лагеря были переданы научной комиссии шведского и норвежского правительств, а тела погибших были доставлены в Стокгольм, где и были кремированы, что делает практически невозможным сейчас точно установить причину их гибели. Это тоже одна из мрачных загадок истории. Ничего в их дневниках не намекает на приближение катастрофы. Что произошло? Почему они погибли так внезапно, в окружении всей своей экипировки и большого запаса провизии? Что их погубило? Трихинеллез из-за употребления в пищу полусырого мяса белого медведя, отравление витамином А из печени медведей и тюленей, отравление угарным газом от неисправной керосинки. Может быть, отравление свинцом из консервных банок? Цинга, ботулизм, овердоз морфием и нападение белого медведя – все эти версии были выдвинуты и раскритикованы. Последняя гипотеза, выдвинутая Беа Усума из Каролинского института в Стокгольме в 2010 году, предполагает такой порядок событий. Стринберг погиб первым, скорее всего, он был убит белым медведем, который, возможно, также ранил Френкеля. Стринберга похоронили, а Френкель вскоре умер от ран в палатке. На нем не было перчаток и обуви. Андре, оказавшись в одиночестве на острове без надежды выйти к людям, возможно, решил покончить с собой, приняв морфин. Эта теория подтверждается тем, что его останки были найдены в полусидячем положении у скалы с винтовкой рядом и пустыми склянками из-под морфина. Дневник Андре был найден аккуратно завернутым в свитер, сено и ткань от воздушного шара, что указывает на то, что он, видимо, хотел сохранить его на случай, если кто-нибудь позже его найдет. Но так же, как с экспедицией Франклина, теперь мы можем только догадываться. Свидетелей не осталось. Между тем, попытки добраться до полюса по воздуху повторялись. Только в 1926 году Руаль Амундсен, Линкольн Элсворт и Умберто Нобели на дирижабле «Норж» наконец-то пролетят над полюсом и доберутся до Аляски. В 1928 Нобели на дирижабле «Италия» еще раз увидят полюс, но на обратном пути его аэростат рухнет на лед. Выжившие около месяца проведут на льду в знаменитой Красной палатке. Весь мир будет участвовать в спасательной операции, которая будет стоить жизни Амундсену. Последних членов экспедиции Нобели забрал советский ледохол «Красин». В наше время трансарктические маршруты пассажирских самолетов между Северной Америкой и Евразией стали довольно обычным делом. Но они не летают в прямом смысле слова через самый полюс. Это не по дороге, и вокруг нет аэропортов на случай экстренной посадки. Однако Эмираты по дороге из Северной Америки в Дубай пролетают довольно близко, в 150-200 километрах от полюса. Вы можете увидеть из иллюминаторов, как трутся спиной медведи о земную ось. Шучу, конечно, там даже никакого постоянного маркера не стоит, поскольку это середина океана. Только бесконечные льды, белое безмолвие. Ну как, вы теперь рады, что на улице плюс 30? Всего вам доброго. До скорых встреч.